Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Думаю, что многие из вас видели в интернете лоскутные покрывала потрепыши. Рэг Квилт. У них открытые необработанные срезы. Шьется оно швами наружу и смотрится достаточно декоративно и интересно. Но дело в том, что практически все шьют его неправильно. Припуски разрезают, делают бахрому, вытягивают нитки. И получается ужас ужасный. После пары стирок и недолгой эксплуатации все швы расползаются. И из такого покрывала постоянно сыпятся нитки. А все дело в том, что есть один секрет, о котором они даже не догадываются. Для начала определимся с размерами. У меня есть два шаблона. Один 15 на 15 сантиметров, а другой чуть побольше. Работаем с большим. Самый главный секрет правильного потрепыша: все детали надо выкраивать по косой. Определяем, где у ткани долевая. В наших деталях долевая проходит строго по диагонали. Получается, что все срезы идут под углом 45 градусов. Это очень важный момент. В этом случае из открытых срезов не будут сыпаться нитки. Итак, у нас заготовлены джинсовые квадраты и ткани для внутренней части. Обратите внимание, они такого же размера и тоже выкроены по косой. И еще приготовим квадраты меньшего размера из утеплителя. А вот теперь будем собирать сэндвичи. Джинсовый квадрат, утеплитель, ткань для верхней стороны. Скалываем их булавочками. Дальнейшая работа самая простая. Мы прошиваем, простегиваем наши заготовки по диагонали. И еще у меня утеплитель собран из кусочков, поэтому прошиваю не только по диагоналям, но и делаю дополнительную стежку и по самому блоку. Строчку я выставила фигурную, самый простой трикотажный шов, зигзаг в 3 стежка. Готовые детали слегка проутюживаем, чтобы дальше было легче работать, и делаем предварительную раскладку, художественный беспорядок. Дальнейшее соединение блоков не совсем обычное. Мы их складываем вместе джинсовыми сторонами друг к другу, а строчку прокладываем по цветной стороне на расстоянии примерно 1,5 сантиметра от края. Для того, чтобы шить ровно, ориентируемся по отметкам на швейной машинке. Строчку делаем крепкой, мелкой. И еще по возможности хорошо бы эти места прошивать несколько раз, потому что других швов не будет. Вся нагрузка ложится именно на эти строчки. Получается такое соединение. С джинсовой стороны все чисто и аккуратно, а с лицевой
открытые срезы. Но так как они сделаны под углом 45 градусов, из них ничего не сыплется. Так мы постепенно собираем все полотно. Отшитые ряды держатся на соединительных нитках. Остается только сделать горизонтальные швы. Прошиваем их также на расстоянии 1,5 см от края. В местах соединений швов припуски расправляем на 2 стороны. Шьем не торопясь. По несколько раз прошиваем одно место. Мои постоянные зрители, конечно же, помнят, что чуть раньше мы уже работали в этой технике. У нас получился небольшой коврик. Но в том-то и прелесть этой технологии, что в любой момент можно продолжить и увеличить размер. Свадьба не похороны, можно и повторить. Сделаем еще немного блоков, соединим их потом в большое полотно, а затем сошьем вместе 2 крупных куска. Еще раз напоминаю, что других швов здесь уже не будет. Нитки берем крепкие, строчку делаем мелкой. В некоторых местах можно прошить несколько раз прямым и обратным ходом. Закрепки везде обязательны. И получается у нас такой лоскутный плед, растрепка, раскладка 8 на 10 квадратов. Размер получился 114 на 144. По краю просто проложим строчку. Это закрепит край и не даст ему сильно распускаться. С обратной стороны все чисто и аккуратно. Просто джинсовые квадраты. Как видите, уже все простегано, а с открытыми швами ничего делать не надо. Сыпаться ткани не будут. Сейчас я постирала этот плед. Видите, открытые косые диагональные срезы пошли небольшой волной, а сам край ткани слегка распушился. С каждой последующей стиркой это будет немного усиливаться. И получится тот самый эффект синели, пушистого края, который так привлекает рукодельниц. Вот так легко мы шьем самые сложные проекты без шума и пыли. Все чисто, без мусора. Вот так хочется быть слабой женщиной, но как назло, то кони скачут, то избы горят. Поэтому, чтобы не потеряться на просторах интернета, жду вас всех на платформе Дзен. А если не хотите смотреть рекламу, подписывайтесь ко мне на Бусти. Обязательно присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!